75 лет назад произошло событие, положившее конец одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда. Этот день стал днем воинской славы. Он вписан в историю как один из самых трагических, но вместе с тем великих дней в современной русской истории. 27 января 1944 года советские войска в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции полностью сняли блокаду с Ленинграда. Блокада длилась 872 дня и унесла жизни около 800 тысяч жителей. Шел третий месяц Великой Отечественной войны. Положение Красной Армии на фронтах было критическим. Уже 8 сентября в ходе Ленинградской битвы немецко-фашистские войска заняли Шлиссельбург и окрестности северной столицы, отрезав ее от всей страны с суши. Параллельно шли массированные артобстрелы и налеты авиации. В 1941-1942 годах советские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать кольцо блокады, но сделать это смогли только в январе 1943 года. В городе, несмотря на эвакуацию, осталось 2 миллиона 887 тысяч человек, в том числе 400 тысяч детей. Запасы продовольствия и топлива были рассчитаны на максимум 1 или 2 месяца. Так начался отсчет самой страшной блокады в истории человечества, доказавшей всему миру несгибаемость духа русского человека. За время блокады по Ленинграду было выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 тысяч зажигательных бомб. Для оповещения о вражеских атаках на улице города было установлено 1500 громкоговорителей. Сигналом тревоги стал звук метронома. Его быстрый ритм означал начало воздушной тревоги, медленный означал отбой. Но ни бомбежки и артобстрелы, ни отсутствие отопления и водопровода зимой в 30-градусный мороз стали самым страшным испытанием для блокадников. Главной проблемой осажденного города стал голод. Только за январь-февраль 1942 года от голода умерло уже 200 тысяч человек. Мертвые тела на улице города стали повседневным явлением. Умирали целые семьи. Хлеб можно было получить только по специальным продуктовым карточкам. Потеря такой карточки была равносильна смертному приговору. Пожарные и военнослужащие могли рассчитывать на 300 грамм эрзац хлеба. Рабочие заводов на 250 грамм. Служащие, иждивенцы и дети могли рассчитывать лишь на 125 грамм хлеба. Единственным путем сообщения города со страной было Ладожское озеро. Именно через Ладогу пролегла дорога жизни, магистраль, по которой шли грузы с продовольствием, топливом и боеприпасами. По ней эвакуировались мирные жители. Иногда груженные машины проваливались под лед вместе с людьми. Во время 3 волн эвакуации из города было вывезено около 1,5 миллиона человек. В городе свирепствовала антисанитария. В январе 1943 года из Ярославля привезли 4 вагона кошек для борьбы с грызунами, которые грозили уничтожить запасы продовольствия и вызвать вспышку опасных заболеваний. Даже в таких адских условиях люди не теряли надежды на спасение. По всему городу работали православные храмы. Тяжелый и героический труд ленинградцев позволил наладить в городе выпуск оборонной продукции для фронта, для победы. Летом 1942 года 20-летний летчик-лейтенант Литвинов прорвался через плотный зенитный огонь фашистов и доставил 4 партитуры 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича в Ленинград. 9 августа 1942 года она прозвучала в осажденном городе. Скоро ее подхватил весь мир. Фашисты считали, что город обречен на гибель, но, услышав звуки оркестра, осознали, что им не удастся сломить дух ленинградцев. Историю блокады Ленинграда нельзя и невозможно забыть. В наших сердцах останется подвиг каждого, кто пережил и не смог пережить эти страшные 872 дня.